Всем привет, друзья! Сразу хочу поздравить вас с тем, что нас с вами перевалило уже за 100 тысяч. И хочу поблагодарить вас за то, что вы на нас подписываетесь, смотрите, комментируете, ставите лайки. Вообще за всю вашу активность. На протяжении всей прошедшей недели мы собирали ваши вопросы к нам в нашем паблике Mrs. Marple ВКонтакте. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на этот паблик, обязательно подпишитесь, потому что именно там мы общаемся с нашими зрителями, делаем какие-то анонсы и вообще всю интересную информацию выкладываем именно туда. Ваших вопросов было очень много, и я выбрала самые интересные, на которые сейчас и отвечу. Это хороший вопрос. Действительно, я сейчас так получается, что работаю и в качестве хоста Virtus.pro, и на своем авторском канале. Трудности возникают, наверное, в основном с тем, что иногда происходит наслоение. Я могу улететь на турнир с командой, и в этот же момент мне нужно снимать какого-то героя. Выбор в таком случае всегда будет в пользу команды Virtus.pro, потому что это все-таки моя основная работа, а то, что я делаю на этом канале, это происходит больше по остаточному принципу, когда у меня есть на это время. Поэтому, как бы ни думали хейтерочки, что Маша тратит все время на свой канал и ни хрена для ВП не делает, это неправда. У меня есть работа, у меня есть там обязанности, я делаю ровно столько, сколько должна делать на своей основной работе. Вопрос на тему одинаковых форматов, наверное, нет, все-таки форматы сильно отличаются, потому что с Virtus.pro мы стараемся делать контент больше в таком лайф-режиме и показывать именно жизнь команды и меньше ставить акцент на меня. А на канале Mrs. Marple я стараюсь раскрывать людей, которые мне интересны, которые мне нравятся. И тут, конечно, и меня больше в кадре, потому что это мой канал. Не могу сказать, что это как-то усложняет мою жизнь. Наверное, от этого она становится только насыщеннее, интереснее и как-то даже одно другому помогает. Ну, уж точно не мешает, это факт. В общем-то, на радио я пошла работать еще когда училась в институте, потому что всегда мечтала поработать на радио и попала туда по собеседованию. Долгое время стажировалась, училась, пыталась понять, как это вообще. При этом я работала не только в эфире голосом, но и также за пультом. Я ставила композиции, я составляла сетку вещаний и все в таком духе. У меня было 2 больших компа, огромный пульт, я сидела одна в студии и всем вот этим вот рулила. Потом я переехала в Москву, какое-то время я снимала светские хроники, какие-то репортажи про ночные клубы, про какие-то мероприятия. И в какой-то момент начала освещать модные события Москвы. Это неделя моды, Mercedes-Benz, российская неделя моды. В общем-то, таким образом меня заметили на Fashion TV и периодически приглашали на какие-то съемочки. Все самые модные певцы, музыканты, актеры, политики и дизайнеры были сегодня с нами на церемонии вручения премии Fashion New Year Awards 2016, где каждый смог почувствовать атмосферу приближающегося праздника. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. После вот такого вот продолжительного опыта создания видео о светской жизни, моде и так далее, я устроилась на телеканал, на музыкальный, там у меня была своя авторская передача. Один день с мотокастомайзерами, один день с баскетболистами, с поэтами, то есть совершенно разными людьми. Даже были фриганы, которые питаются из мусорных баков. Это вообще отдельная интересная история. Этот вот весь опыт привел меня в Virtus.pro, попала туда через кастинг, но об этом чуть позже. Собственно, давно я занимаюсь всем этим делом, давно я в журналистике, давно я в медиа, и, наверное, можно сказать, что класса с 10, потому что еще в 10 классе я работала спортивным корреспондентом на республиканском телеканале. Этот канал мы делаем полностью своими силами, там нет большого штата сотрудников, и все, что происходит, я придумываю сама, продюсирую сама, составляю сама вопросы, прорабатываю персонажей. Ну вот, кстати, про проработку людей. Раньше мне приходилось просматривать там по 10 часов стримов, прочитывать все статьи, все программы, все эфиры, там, все интервью с человеком. Сейчас есть отличный человек Дима, который помогает мне с этим справляться, с этим огромным объемом информации, и мы вместе составляем какую-то первоначальную картину о человеке, а уже по ней я начинаю писать вопросы и дальше обдумывать, что мы будем снимать с человеком. Также у нас есть замечательный дизайнер Ваня. Ваня сделал нам заставку, уже 2 заставки.
Ваня делает нам весь графический дизайн, вообще всю упаковку нашего контента, упаковку канала. Прекрасный парень, подпишитесь на его телеграм-канал, он там интересно пишет про то, как он переезжает сейчас жить в Стокгольм. С недавних пор у нас появился переводчик, и эта девушка сейчас переводит активно все вышедшие уже выпуски. В скором времени сделаю анонс, что можно будет смотреть это с английскими субтитрами. Но я думаю, эта информация для русскоговорящих людей не особо полезная, тем не менее, у нас появятся англоговорящие зрители, это будет очень круто. Ну и, наверное, самый главный человек за кадром — это Женька. Женька, кивни. Вот, это Женька. Женя — это мой муж. Женя не с первого выпуска присоединился к команде, он первый выпуск наблюдал, а со второго выпуска активно рванул в бой и начал делать все самостоятельно. Женя снимает, Женя монтирует, Женя занимается подбором музыки, звуков и всего остального. Все вот эти прекрасные приколюхи, которые вы видите в наших выпусках, тоже делает Женя, ну, естественно, вместе со мной. А моя функция, помимо того, чтобы быть в кадре и трындеть, это, конечно же, редакторская работа. Когда мы получаем готовый отснятый материал, первое, что я делаю, я сажусь и начинаю многочасовые муки отсева нужного от ненужного. Вот почему я часто сижу за компом и монтирую. Довольно сложно всегда поймать персонажа, человека, с которым мы будем общаться, потому что в основном у этих людей также есть свое расписание, турниры, буткемпы и так далее. Какие-то там эфирные недели, когда они не могут выйти из студии, и все время приходится подстраиваться, чтобы ты не был на турнире, чтобы человек не был на турнире, чтобы у него не было отпуска, буткемпа, еще чего-то. Ну, конечно же, в первое время у нас были финансовые трудности, и тут спасибо огромное нашему партнеру по Rematch. Это сейчас не реклама, ребят, это на самом деле искренняя благодарность нашему постоянному партнеру, людям, которые в нас поверили с первого выпуска и уже со второго начали помогать нам финансово, чтобы мы делали контент для вас. Если подробнее говорить о сложностях с какими-то людьми, с которыми мы делаем выпуски, наверное, самая большая сложность — это действительно этап переговоров, договоренностей. Ну, например, с Димой Смелым мы договаривались прям очень долго, потому что это была большая поездка в Нью-Йорк, ее было сложно спланировать, но вот видите, мы смогли. Если вы еще не видели этот выпуск, кстати, посмотрите его, потому что это один из тех выпусков, которыми я горжусь прям особенно, потому что вот на него было брошено очень много сил. Оцените эту работу. Идея создания этого канала пришла совершенно внезапно. Нельзя сказать, что я прям ходила и думала и вынашивала, как бы сделать свой канал. Нет, это было не так. Мы были на DreamHack в прошлом году в Йенчопинге. И там я совершенно случайно познакомилась с ребятами, которые продюсируют шоу Юры Дудя, того самого Юра. Вот. Однажды они ко мне подошли, сказали: Маша, очень приятно познакомиться, мы вот знаем, что работаешь в команде Virtus.pro, а мы вот тут подумали, а не сделать ли тебе свой канал с киберспортивным контентом? Нам кажется, что это перспективная история. Тут я долго сомневалась, переживала и думала, а как же это отразится на моей работе, но замечательный человек Роман Дворянкин, мой начальник, разрешил мне этим заниматься, если это не будет меня отвлекать от основной работы, за что ему большое спасибо. И ровно с тех пор мы начали вместе это делать. Ребята помогли нам снять пилот, всячески они помогали и продюсировать, и помогали все это организовать. И, в общем-то, до сих пор мы продолжаем сотрудничать с ними. Я этим очень горжусь, я им очень благодарна за это. Поэтому нельзя сказать, что я одна сидела вот и придумывала, как бы это сделать. Нет, спасибо парням. Саша Кочетков и Андрей Лялин. Крутые пацаны. Я уже много где об этом рассказывала, но давайте повторим еще раз, пусть это будет задокументировано на канале Миссис Марпл. Одним прекрасным днем я сидела дома, ничего не предвещала, и тут мой одногруппник ЛБ Колзоев, святой человек, до сих пор благодарю его и буду благодарить всю жизнь, написал мне: Машка, срочно заполни анкету на кастинг. Я говорю: какой кастинг, зачем? Я работаю на канале, мне все нравится, у меня все хорошо, у меня своя программа, ничего мне не надо. Говорит: Маша, ты не понимаешь, это команда Virtus.pro, я их фанат, это очень крутая организация, обязательно напиши. Я тогда киберспортом не интересовалась, но я знала, кто такие Virtus.pro, я знала, кто такие Нави, потому что у меня в планах было тогда снять документалку про киберспорт, и я как раз туда обращалась. У Саши Хитрова, кстати, даже остался скрин нашей переписки, когда я ему написала, что: Александр, пожалуйста, я бы вот хотела с вами поговорить, снять документалку про вашу команду, где Саша мне то ли не ответил, то ли, в общем, ответил что-то из серии потом. В общем, он не придал этому значения, и я тогда тоже не особо настаивала, подумала, да и ладно. И тут я подумала, ну почему бы им действительно не сходить
в Virtus.pro таким способом, хоть познакомлюсь, узнаю, кто там работает, и как-то наконец-то уже сниму документалку про эту команду, про команду Virtus.pro и Na'Vi, тогда они были в одном холдинге. Вот. Значит, после этого мне приходит ответ на почту, что, дескать, ваша анкета принята, вы нам понравились, вы прошли отбор из 100 человек, приходите на кастинг. Я собрала волю в кулак, в субботу утром собралась, пришла на кастинг и что-то там поболтала, посмеялась, поработала в кадре немножечко. Потом в конце меня попросили взять интервью на английском у предполагаемого ректора Гарварда о перспективах киберспорта в их университете. Ну, я как-то там экспромтом, в общем-то, пошутила, взяла интервью и закончила это все дело фразой «Counter-terrorist wins». Просто потому, что это пришло мне в голову. В итоге всем почему-то это понравилось, ребята это одобрили, и вот таким волшебным образом мне предложили эту работу. Я даже не сразу на нее согласилась. Сначала мне предложили съездить в Бостон в командировку с ребятами. Я взяла отпуск и поехала в командировку. И вот уже после Бостона я поняла, что жизнь моя не будет прежней. Я влюбилась в пацанов, влюбилась в это все, в киберспорт, в турниры, в эту движуху, в эту атмосферу праздника. Короче, вернулась я в Москву и пошла и написала заявление об увольнении по собственному желанию и заявление о приеме на работу. Ну, точнее, нет, я подписала контракт. Подписала контракт с Virtus.pro, тогда у нас были контракты. В общем-то, вот так я попала в Virtus.pro. Никаких связей, никаких кожаных диванов, не то, что вы думали. На этом вопросы все. Чтобы сохранить интригу, я не буду здесь говорить, кто получит подарки за самые интересные вопросы. А вся информация об этом будет в нашем паблике ВКонтакте. Подпишитесь туда. Ну и я думаю, что подарки будут какими-то ништяками с инта. Переходите в наш паблик, подписывайтесь. Ну и я чуть не забыла, конечно же, про самый главный вопрос. Когда Папич? Когда Папич? Когда Папич?